Приветствуем всех на нашем канале. Сегодня, друзья, мы расскажем вам о двух выдающихся предсказателях, чьи пророчества потрясли мир и оказались удивительно точными. Это Йохан Галтунг, известный как норвежский Нострадамус, и Атус Соломия, которого называют бразильским Нострадамусом. И вы знаете, они смогли предвидеть важнейшие события нашего времени, что стало бы с миром, если бы каждый из нас прислушивался к их предсказаниям. Давайте вместе погрузимся в мир пророчеств и узнаем, что же нас с вами ждет в будущем. В мире есть два выдающихся предсказателя, чьи пророчества не раз потрясли человечество своей точностью. Йохан Галтунг, известный как норвежский Нострадамус, и Атос Соломия, которого называют бразильским Нострадамусом, сделали множество предсказаний, которые и оказались удивительно точными. Итак, начнем мы, друзья, с Йохана Галтунга. Вы знаете, имя, которое вызывает уважение и интерес во всем мире. Известный как норвежский Нострадамус, Галтунг стал легендарной фигурой благодаря своим поразительно точным предсказаниям. Его способность предсказывать будущее основывалась не на мистике, а на глубоком анализе глобальных тенденций и событий. И давайте рассмотрим более подробнее его жизнь, достижения и феноменальные способности. Йохан Галтунг родился 24 октября 1930 года в Осло, это Норвегия, в семье с сильными научными традициями. Его отец был врачом, а мать была учительницей, и с ранних лет Йохан проявлял интерес к науке и обществу. Он получил высшее образование в области математики и социологии в университете Осло. После окончания университета Галтунг продолжил свою научную карьеру и стал одним из пионеров в области миротворческих исследований и конфликтологии. В 1959 году он основал Международный институт исследований мира в Осло, который стал одним из ведущих центров изучения конфликтов и миротворчества. Научная карьера Йохана Галтунга охватывает более полувека, и за это время он достиг значительных успехов в своей области. Вот некоторые из его ключевых достижений. Во-первых, он основал Международный институт исследований мира, который стал платформой для междисциплинарных исследований конфликтов, миротворчества и международных отношений. Под его руководством институт разработал множество важных концепций и методологий. Кроме того, Галтунг ввел понятие структурного насилия, описывающее социальные структуры, которые препятствуют справедливому распределению ресурсов и возможностей. Эта концепция стала основой для анализа социальных и политических систем. Галтунг основал несколько научных журналов и организовал множество конференций, которые способствовали распространению знаний и идей в области миротворчества. В течение своей карьеры Галтунг участвовал в более чем 150 миротворческих миссиях по всему миру, включая работу в таких горячих точках, как Афганистан, Колумбия и Израиль, Палестина. Йохан Галтунг стал известен не только благодаря своим научным достижениям, но и благодаря способности предсказывать будущее с удивительной точностью. Его подход к предсказаниям основывался на анализе глобальных тенденций, социально-экономических данных и исторических закономерностей. Примеры давайте приведем пророчеств Галтунга. В 1985 году Галтунг предсказал, что Советский Союз прекратит свое существование в течение ближайших 7 лет. Это пророчество сбылось в 1991 году, когда действительно СССР распался, и на его месте образовались независимые государства. В 1996 году Галтунг предсказал атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке с точностью до дня. Его предсказание о терактах 11 сентября 2001 года стало одним из самых поразительных. Также Галтунг предвидел завершение военного противостояния в Чечне и полную интеграцию региона в состав России. Его прогнозы относительно доминирования России на Кавказе также оказались верными.
В 2003 году Галтон предостерег западные страны от вмешательства в дела Ближнего Востока, предсказывая рост радикального ислама и усиление конфликтов в регионе. Его предсказания о возникновении радикального исламистского движения также подтвердились. В 2012 году Галтон заявил, что американский доллар потеряет свою доминирующую роль в мировой экономике и начнется формирование новой глобальной банковской системы. Он предсказал, что США столкнутся с экономическим упадком в первой трети 21 века. В 2014 году Галтон предсказал начало эпохи эпидемий и вооруженных конфликтов, которые продлятся до 2030 года. Его прогнозы о глобальных изменениях в сфере здравоохранения и безопасности также оказались точными. В 2003 году Галтон предостерег западные страны от вмешательства в дела Ближнего Востока, особенно от агрессивной политики в отношении исламского мира. Он предсказал, что такие действия приведут к росту радикального ислама и усилению конфликта в регионе. Вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году привело к длительной нестабильности в регионе. Возникновение группировки «Исламское государство» и последующие конфликты подтвердили точность предсказаний Галтунга. Йохан Галтун также предсказывал и значительные изменения в экономическом ландшафте Европы и США. Он предвидел упадок американской экономической модели и усиление роли других мировых держав. Экономический кризис 2008 года и последующие трудности американской экономики, а также экономические проблемы в Европе подтвердили предсказания Галтунга о необходимости пересмотра существующих экономических моделей. В 2012 году Галтон заявил, что американский доллар потеряет свою доминирующую роль в мировой экономике и начнется формирование новой банковской системы. И вы знаете, экономическая роль доллара действительно начала ослабевать. И на мировой арене усилились позиции таких валют, как евро и китайский юань, а также рубль. Кроме того, создание альтернативных финансовых структур, такие как БРИКС, подтвердило прогнозы Галтунга. В 2014 году Галтон предсказал начало эпохи эпидемий и вооруженных конфликтов, которые продлятся до 2030 года. Он предупреждал о возможных глобальных пандемиях и росте числа региональных конфликтов. Пандемия, которая началась в 2019 году, и многочисленные вооруженные конфликты в различных частях мира подтверждают предсказания Галтунга. Глобальная нестабильность и вызовы для общественного здоровья стали основными проблемами современности. Галтунг также предсказывал, что Россия достигнет процветания к 2023 году, в то время как США столкнутся с упадком, начиная с 2020 года. Он предвидел, что разрыв в социальной сфере, в экономике и военной мощи между Россией и США будет сокращаться. Экономические и политические трудности, с которыми столкнулись США в последние годы, и усиление роли России на международной арене подтверждает эту часть предсказаний Галтунга. Россия укрепила свои позиции в геополитическом плане, особенно в контексте евразийских интеграционных процессов. Теперь давайте мы обратимся к другому известному Нострадамусу, которого называют бразильский Нострадамус, это Атос Соломия. Вы знаете, это имя, которое вызывает восхищение и интерес в мире предсказаний и пророчеств. Этот человек, известный как бразильский Нострадамус, привлек внимание своими точными прогнозами на будущее, касающимися глобальных конфликтов, природных катаклизмов и технологических революций. Давайте подробнее рассмотрим его жизнь, методики предсказаний и основные пророчества на ближайшее время. Атос Соломия родился в Бразилии в середине 20 века в семье с глубокими корнями в науке и искусстве. С юных лет он проявлял интерес к мистике, предсказаниям, увлекался астрологией, нумерологией и эзотерикой. Его путь к славе как предсказателя начался с изучения древних текстов и учений, а также глубокого анализа текущих событий и их возможных последствий.
Соломея получил образование в области социологии и психологии, что позволило ему глубже понять человеческую природу и общественные процессы. Он начал проводить собственные исследования и эксперименты, которые вскоре привели его к созданию уникальной методики предсказания будущего. Ада Соломея сделал множество предсказаний, которые охватывали различные аспекты жизни на планете. И вот некоторые из самых значимых пророчеств на ближайшее время. Первое – это масштабное противостояние и восстание искусственного интеллекта. Соломея предсказывает, что в ближайшие годы мир столкнется с масштабным противостоянием, связанным с восстанием искусственного интеллекта. Он предупреждает, что технологии, созданные для улучшения жизни, могут наоборот стать источником глобальной угрозы, если их не контролировать должным образом. Соломея утверждает, что в ближайшие десятилетия произойдет столкновение небесного тела с Землей. Однако, вопреки общим ожиданиям, это событие может принести пользу, поскольку астероид будет богат ценными материалами. Это приведет к новой космической гонке между мировыми державами. Атос предсказывает и усиление конфликтов в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке. Он утверждает, что эти регионы станут эпицентрами глобальных противостояний, которые могут втянуть в свои сети многие страны и организации, включая НАТО и АДКБ. Также Атос Соломея предупреждает о серии природных катаклизмов, которые обрушатся на планету в ближайшие годы. Он предсказывает ураганы, штормы, лесные пожары, которые значительно повлияют на жизнь людей и экономику регионов, особенно в Северной и Южной Америке. Атос Соломея предсказывает и экономический крах США в первой трети 21 века. Он утверждает, что американская экономическая модель исчерпала себя, и на смену ей придет новая глобальная финансовая система, основанная на сотрудничестве между странами БРИКС и другими развивающимися экономиками. Соломея видит будущее Евразии в процветании и возрождении. Он предсказывает, что Россия, Китай, Индия станут основными движущими силами нового мирового порядка, создавая экономические и политические союзы, которые заменят нынешние западные альянсы. Соломея предупреждает и появлении нового вируса, который долгое время находился в ледяном плену Антарктиды. По его словам, это заболевание распространится по всему миру и вызовет глобальную пандемию, которая будет требовать координированных усилий для борьбы с ним. Также Атос Соломея предсказывает, что развитие искусственного интеллекта и передовых технологий приведет к глобальным потрясениям. Он считает, что человечество должно подготовиться к новым вызовам, связанным с технологическими революциями и их последствиями для общества. Если бы мировые лидеры и общество прислушались к предсказаниям Галтунга и Соломеи, мир мог бы выглядеть совсем иначе. Если люди бы прислушивались к предсказаниям, а конфликтам могло бы предотвратить множество войн и вооруженных столкновений. Например, предупреждения Галтунга о Ближнем Востоке могли бы избежать военного вмешательства и роста радикализма. Пророчества Соломеи о геополитических изменениях могли бы привести к созданию новых союзов и экономических блоков, таких как усиление сотрудничества между Россией, Китаем и Индией. Экономические прогнозы Галтунга могли бы стимулировать реформы, направленные на создание более устойчивых и справедливых экономических моделей, которые не зависят от одной валюты или страны. Прогнозы Соломеи о новой финансовой системе могли бы привести к более тесному экономическому сотрудничеству между развивающимися странами и созданию альтернативных финансовых структур. Пророчества Соломеи о восстании искусственного интеллекта могли бы стимулировать разработку этических норм и регуляций, направленных на предотвращение технологических угроз. Предсказания о столкновении небесного тела с Землей могли бы привести к активизации космических исследований и разработке новых технологий для освоения космоса. Если бы лидеры СССР в свое время бы прислушались к предсказаниям Галтунга, возможно, удалось бы провести плавный переход к рыночной экономике и демократии, избежав резкого распада и последующей нестабильности.
Если бы им прислушались к предупреждению о терактах, то это могло бы привести к усилению мер безопасности и предотвращению катастрофы, изменив тем самым глобальную политику безопасности. Также вы должны понимать и о том, что мир достаточно сильно меняется, и каждый из нас сегодня живет в нестабильное время. Поэтому наша задача быть мудрыми и терпеливыми. На этом мы, друзья, завершаем наше увлекательное путешествие в мир предсказаний Йохана Галтунга и Атоса Соломеи. Их удивительные способности предсказывать будущее и анализировать глобальные тенденции вдохновляют нас задуматься о том, каким может быть наше будущее и как мы можем на него повлиять. Благодарим, что были с нами. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими мыслями и прогнозами. Нам ваше мнение. Берегите себя, будьте здоровы, мы услышимся с вами уже буквально в следующем видео.